Ситуация на Ближнем Востоке нестабильна. Боевые действия возобновились в последний день масштабных похорон убитого верховного лидера Ирана. К слову, Муджтаба Хаминеи так и не появился публично. Совет Безопасности ООН. Россия должна заключить соглашение, прекратить убийства и закончить войну. Время работает не в ее пользу, сказал представитель Соединенных Штатов. НАТО усиливает воздушную оборону Балтии, а в Польше презентовали свои «шахеды». Неожиданные презенты от президента Эрдогана. Именные револьверы с боевыми патронами. Теперь официально аэропорту в Палм-Бич дали имя Дональда Трампа. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Перемирие между США и Ираном, похоже, окончательно перестало действовать. За последние сутки конфликт вновь резко обострился. Стороны обменялись ударами, а посредники уже пытаются вернуть Вашингтон и Тегеран к переговорам. Американские военные заявили, что нанесли новые удары по территории Ирана. По данным Пентагона, целью операции было обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе после атак на коммерческие танкеры. Под удары попали объекты вдоль южного побережья Ирана, в провинции Хормазган, включая район порта Сархур-Тахруи. Спутниковые снимки Planet Labs фиксируют повреждения одного из портовых зданий. Иранские СМИ также сообщают о взрывах в районах Бендер-Аббаса, Канарака и Чебахара. Одновременно поступили сообщения об ударах по провинции Бушер. Местные власти заявили, что американский боеприпас попал в район вокруг единственной действующей в стране атомной электростанции. Несколько взрывов были слышны и в самой провинции. В сети появились кадры горящих рыболовецких судов на побережье Бушера. Еще одной целью стал железнодорожный мост возле города Аккала на севере Ирана. По данным иранского агентства Фарс, эта линия используется для грузового сообщения с Туркменистаном, Казахстаном, Россией и Китаем. Власти Ирана заявляют, что поврежденный участок планируют быстро восстановить. По информации иранских государственных СМИ, в результате американских ударов за последние 2 дня погибли 14 человек, еще 78 получили ранения. Ответ Тегерана последовал практически сразу. Корпус стражей исламской революции заявил об ударах по американской военной инфраструктуре в странах Персидского залива. Сообщается об атаках на объекты в Кувейте, в том числе в районе базы Кемп Арифджан, а также по авиабазе Али-Ас-Салем. Кроме того, появились сообщения о запуске иранских баллистических ракет в сторону авиабазы Муваффак-Салти в Иордании, которой совместно пользуются вооруженные силы США и Иордании. Независимого подтверждения результативности этих ударов пока нет. На этом фоне Иран простился с верховным лидером Али Хаминеи, погибшим в результате американского авиаудара в начале войны. Заупокойную молитву в мавзолее имама Резы в Мешхеде возглавил его старший сын Мустафа Хаминеи. На церемонии присутствовали десятки тысяч человек. Новый верховный лидер Муджтаба Хаминеи публично не появился. Тем временем, по данным CNN, Пакистан и Катар пытаются возобновить посреднические усилия и вернуть США и Иран за стол переговоров. Исламабад призвал обе стороны проявить сдержанность и соблюдать положение меморандума о взаимопонимании, подписанного ранее при посредничестве Пакистана. Однако пока дипломатические усилия сопровождаются новой волной ударов, что делает перспективы скорого восстановления режима прекращения огня все более неопределенными. Совет Безопасности ООН вновь собрался на заседание по Украине. Главной темой стали последствия последних массированных российских ударов и ситуация с безопасностью мирного населения. По данным ООН, июнь стал самым тяжелым месяцем по числу жертв среди гражданских с первых месяцев полномасштабной войны. Об этом заявила заместитель генерального секретаря организации Розмари Ди Карло. Господин председатель, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что число погибших и раненых среди гражданского населения Украины в мае было самым высоким с начала конфликта. Предварительные данные за июнь указывают на еще более высокий показатель. По меньшей мере 265 человек погибли и 1816 получили ранения. Эта тревожная тенденция, судя по всему, сохраняется и в июле. Всего с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину в феврале 2022 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило гибель не менее 16 402 мирных жителей, включая 802 детей. Ранения получили 48 428 человек, в том числе 2948 детей. Эти данные отражают только подтвержденные случаи. Реальные цифры, вероятно, значительно выше. О гуманитарных последствиях войны рассказал и представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Он отметил, что масштаб разрушений продолжает расти,
а помощь все сложнее доставлять тем, кто в ней нуждается. Только на прошлой неделе гуманитарная колонна подверглась атаке беспилотника в подконтрольной Украине части Днепропетровской области. Это уже третий подобный случай за последние 2 месяца. В результате атак также был поврежден склад Украинского Красного Креста, где хранилась гуманитарная помощь, предназначенная для гражданского населения. В целом, число нападений, в результате которых страдают гуманитарные работники и повреждается их имущество, увеличилось более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Господин председатель, каждая такая атака лишает мирных жителей жизненно необходимой помощи. Гуманитарный персонал и гуманитарные объекты должны находиться под защитой. Необходимо обеспечить быстрый и беспрепятственный доступ гуманитарной помощи к нуждающимся. Украина заявила, что Россия продолжает наносить удары по жилым кварталам и призвала партнеров усилить военную поддержку и санкционное давление. Господин председатель, прежде чем перейти к своему выступлению, я хотел бы опровергнуть очередной поток абсурдных заявлений и выдумок, которые мы только что услышали. Джордж Оруэлл в своем знаменитом романе «1984» описал 3 лозунга тоталитарного государства, которое искажает реальность, чтобы контролировать общество и оправдывать свои внешние войны. Цитирую: «Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила». Конец цитаты. Сегодня представитель Российской Федерации наглядно продемонстрировал нам именно такое оруэлловское искажение реальности. Находясь в этом зале, Россия предлагает нам поверить, что преднамеренные ракетные и беспилотные удары по жилым домам являются законным способом ведения войны. Россия хочет убедить нас, что оккупация украинских городов, разрушенных российскими войсками, это освобождение. Россия продолжает пытаться убедить мир, что ее полномасштабное военное вторжение в Украину направлено на достижение мира и безопасности. Но никто не поверит лжи агрессора. Реальность хорошо известна и полностью противоречит российской пропаганде. Мы продолжаем консультации с Соединенными Штатами и другими союзниками в поиске наиболее эффективного способа остановить эту войну. Однако Россия не проявляет такого желания. Москва продолжает отвергать мирные инициативы. Даже сегодня, в этом зале, вместо поиска путей к прекращению войны, российская сторона оправдывала убийства и распространяла пропаганду. Но уйти от ответственности за совершенные преступления невозможно. Российскую агрессию можно остановить только силой и практическими действиями. Поэтому необходимо как можно быстрее укреплять обороноспособность Украины. Это не эскалация, а единственный путь к восстановлению мира и спасению человеческих жизней. Россия отвергла обвинения. Представитель Москвы заявил, что российские войска наносят удары исключительно по военным объектам, а ответственность за продолжение конфликта возложил на Украину и западные страны. Режим Зеленского продолжает играть с огнем, совершенно не задумываясь о далеко идущих последствиях его преступных действий. И в этом ему постоянно потакают. В этих условиях вызывает сожаление избирательный подход и двойные стандарты секретариата ООН. За последнюю неделю генсекретарь ООН дважды осудил российские удары якобы по гражданским объектам на Украине. Мы категорически отвергаем голословные обвинения. При этом многочисленные атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре и теракты в отношении мирного населения на территории России так и не получали и не получают прямого осуждения со стороны ООНовских чиновников. Удивлены также развернутым заявлением госпожи Ди Карло о нарушениях прав человека в Крыму. Инакомыслящие на Украине либо уже убиты, либо сидят в тюрьме, либо уехали. В Латвии также сидят в тюрьме общественные активисты и защитники прав русскоязычных Александр Гапоненко и Виктор Гущин и многие другие. А то, что на Украине запрещен русский язык на законодательном уровне, что за его использование можно поплатиться не только здоровьем, но и жизнью. Соединенные Штаты вновь призвали прекратить боевые действия. Американская делегация заявила, что война должна завершиться путем соглашения, а Россия — остановить атаки. Именно мирные жители несут основное бремя этого бессмысленного насилия. Соединенные Штаты поддерживают граждан Украины, которые продолжают переживать атаки, разрушающие их дома, объекты критической инфраструктуры и культурное наследие. Нам больше не нужны дополнительные доказательства того, почему эта война должна закончиться. Это должно быть очевидно и Российской Федерации, которая продолжает ежемесячно терять почти 40 тысяч человек. Президент Трамп ясно заявил: Россия должна заключить соглашение, прекратить убийства и закончить войну. Время работает не в ее пользу. Обе стороны должны вернуться за стол переговоров, поскольку военного решения этого конфликта не существует. Соединенные Штаты остаются привержены цели президента Трампа — добиться немедленного прекращения огня и как можно скорее обеспечить урегулирование российско-украинской войны путем переговоров. Благодарю вас. Китай, в свою очередь, призвал стороны к сдержанности, защите мирного населения и продолжению дипломатических усилий
для политического урегулирования конфликта. Стороны должны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, строго соблюдать нормы международного гуманитарного права и делать все возможное для деэскалации, создавая тем самым условия для скорейшего прекращения огня и окончания боевых действий. Во-вторых, необходимо проявлять терпение и стремиться к возобновлению диалога и переговоров. В последнее время основные стороны конфликта вновь обозначили свои позиции по вопросу мирных переговоров. Несмотря на сохраняющиеся серьезные разногласия, все они выступают за политическое урегулирование кризиса и надеются на скорейшее наступление мира. НАТО расширяет полномочия миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, теперь она будет выполнять задачи противовоздушной обороны и сможет реагировать на объекты, представляющие угрозу. Миссия по патрулированию воздушного пространства обычно применяется в нормальных мирных условиях, когда в случае каких-либо инцидентов истребители просто сопровождают другие самолеты. Я бы сказал, что таким образом мы лишь демонстрируем. Мы видим, что происходят определенные инциденты, и это может стать своего рода фактором сдерживания. Но то, что происходит сегодня, уже нельзя назвать полностью мирной обстановкой. Мы сталкиваемся со множеством гибридных угроз. Мы сталкиваемся с атаками беспилотников, с тем, что дроны отклоняются от своего курса. Я считаю, что те страны, которые участвуют в нашей миссии по патрулированию воздушного пространства, могли бы просто получить более широкий мандат, расширить круг своих задач и алгоритмы действий. При необходимости они должны быть готовы принимать меры, чтобы уничтожать объекты, представляющие угрозу безопасности наших граждан. Я надеюсь, что эти более четкие и широкие оперативные алгоритмы позволят нам обеспечить более высокий уровень безопасности в воздухе и защиту нашего воздушного пространства. Новые правила предусматривают более широкие полномочия для авиации Альянса при реагировании на потенциальные угрозы в воздушном пространстве. Отметим, что миссия действует в Литве, Латвии и Эстонии с 2004 года. Истребители стран НАТО на ротационной основе базируются в регионе и обеспечивают контроль воздушного пространства государств, не имеющих собственной боевой авиации. В Альянсе отмечают, что изменение мандата связано с ухудшением ситуации в сфере безопасности. В последние годы участились инциденты с беспилотниками, а также случаи нарушения воздушного пространства вблизи восточных границ НАТО. Польша представила новую производственную линию для выпуска отечественных дальнобойных беспилотников «Хорнет». По данным разработчиков, в зависимости от модификации их дальность составляет от 400 до 1200 километров. В Варшаве заявили, что проект станет частью программы по развитию национальных ударных беспилотных систем и расширению оборонного производства. Сегодня мы находимся на предприятии, где создана первая производственная линия для выпуска польских «Шахедов», которая позволяет начать их производство уже сейчас. То, о чем говорил премьер-министр Дональд Туск, является для нас важнейшим ориентиром. Польша создает собственную армаду беспилотников, и за этим названием скрывается более десятка различных проектов, предназначенных для нанесения ударов на большую глубину, а также возможности массового производства каждой из этих систем. Речь идет о дальнобойных беспилотниках, реактивных дронах, крылатых ракетах и всем, что позволит поражать цели на расстоянии более 1000 километров. Польский «Шахед». Польские возможности для нанесения ударов в глубину. Польские возможности по дронизации поля боя. Сегодня это абсолютно необходимая способность, которая должна полноценно работать в нашей стране. По словам польских властей, новая программа предусматривает созданием армии беспилотников, в которую войдут дальнобойные БПЛА, реактивные беспилотные системы и крылатые ракеты. Их заявленная дальность поражения превышает 1000 километров. Производитель включил развитие оборонного направления в стратегию до 2029 года. Мы готовы к крупносерийному производству. Все зависит лишь от принятия соответствующего решения и реального спроса со стороны наших военных. Премьер-министр Канады Марк Карни находится с визитом в Саудовской Аравии. В Эр-Рияде он выступил на Саудовско-канадском инвестиционном форуме, где заявил о планах расширить экономическое сотрудничество между двумя странами. Для меня большая честь приветствовать вас на Саудовско-канадском инвестиционном форуме. Премьер-министр Карни, мы рады видеть вас на этом форуме и благодарны за вашу приверженность приданию нового импульса инвестиционным связям между нашими двумя странами. Спасибо за ваше лидерство и партнерство. О, у меня сразу 2 микрофона. Мечта любого политика. Если бы сюда поставить еще и 3-й, меня бы точно все услышали. А быть услышанным — это важно. Именно поэтому вы здесь. Это наши вторые по объему торговые отношения среди стран Персидского залива. Частный сектор сумел сохранить коммерческие связи между нашими странами. Но мы лишь едва прикоснулись к тому потенциалу, который существует. И сегодняшняя встреча — часть нового этапа развития этих отношений. Вы видите, что канадское правительство активно вовлечено в этот процесс.
Здесь находятся сразу 3 наших министра. Министр иностранных дел Анита Ананд в последние месяцы неоднократно приезжала сюда. С нами министр искусственного интеллекта, министр национальной обороны, а также министр финансов. Так что, если вам что-то понадобится, поймайте его во время коктейльного приема. А если не успеете в этот раз, сможете сделать это через несколько месяцев, когда он вновь будет здесь. Мы намерены привлечь $1 триллион инвестиций к концу этого десятилетия. Мы приступаем к реализации законопроекта по развитию оборонной промышленности объемом в $500 миллиона. Мы стремимся удвоить экспорт в страны за пределами США и уже движемся к этой цели. Рабочие места в Канаде создаются вдвое быстрее, чем в Соединенных Штатах. Сейчас мы демонстрируем самый высокий уровень прямых иностранных инвестиций за последние 20 лет. Темпы почти вдвое выше, чем у ближайшего партнера по G7. Если учитывать размер экономики, сегодня Канада считается самым привлекательным в мире направлением для инфраструктурных инвестиций. Когда мир бросает вам вызов, а это неизбежно, когда возникают экономические проблемы или геополитические кризисы, необходимо сохранять концентрацию на долгосрочном плане. Да, нужно делать все возможное, чтобы справляться с текущими кризисами и реагировать на возникающие проблемы. Но при этом нельзя терять из виду стратегические цели, потому что именно последовательное укрепление экономики и государства имеет решающее значение. В рамках визита Марк Карни также встретился в Джидде с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений. Кроме того, канадский премьер провел переговоры с министром промышленности и минеральных ресурсов и министром энергетики королевства. Пожар на обувной фабрике в китайском городе Цюаньчжоу унес жизни по меньшей мере 28 человек. По данным государственных СМИ Китая, возгорание произошло на предприятии Хуйтэнг в провинции Фуцзянь. В момент пожара в здании находились 239 человек. Большинство удалось эвакуировать, однако 26 человек, ранее считавшихся пропавшими без вести, были обнаружены погибшими. В социальных сетях распространились кадры, на которых люди находятся на крыше охваченного огнем здания, пока спасатели пытаются добраться до них. Reuters подтвердила место съемки, однако не смогло независимо установить, были ли люди на крыше спасены. Необычный подарок получили лидеры стран НАТО на саммите в Анкаре. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил каждому из них персонализированный револьвер «Гумусай» .357 Magnum с выгравированным именем владельца. По данным Reuters, это редкая модель турецкого производства, выпускавшаяся в 1990-х годах. Оружие было упаковано в деревянный футляр с символикой Турции и НАТО, а также сопровождалось боеприпасами. По информации агентства, таким жестом Анкара решила продемонстрировать достижения своей оборонной промышленности. Однако реакция на подарок оказалась неоднозначной. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер обнаружил револьвер уже после возвращения домой и сразу передал его на хранение полиции в аэропорту Брюсселя. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что после деактивации передаст оружие в военный музей. Аналогичное решение приняли и некоторые другие лидеры. Премьер-министр Канады Марк Карни признался, что был удивлен таким подарком. Это было совсем не то, чего я ожидал. Я подумал, что мой подарок, кленовый сироп, выглядит довольно скромно по сравнению с... чем бы это ни было, револьвером калибра 357 или вроде того. Потом я решил, что это, наверное, экспонат для военного музея или музея вооруженных сил Канады. Интересная вещь, связанная с НАТО и более широким контекстом. Сейчас оружие находится у Королевской канадской конной полиции. Его привели в негодность, потому что в Канаде такое оружие не является законным. Да и лицензии на него у меня нет. Поэтому его обезвредили. И мы найдем для него подходящее место. Что-то вроде музея, о котором я говорил. Но да, это был совсем не тот подарок, которого я ожидал. Международный аэропорт Палм-Бич во Флориде официально сменил название и теперь называется Международный аэропорт имени президента Дональда Джерри Трампа. Решение вступило в силу после того, как соответствующий закон подписал губернатор штата Рон де Сантис. Аэропорт расположен всего в нескольких километрах от резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Новое название уже появилось на фасаде терминала, указателях и стойках регистрации. Изменился и код аэропорта в системе Международной ассоциации воздушного транспорта. Теперь он обозначается как DJT по инициалам президента США.
Внимание всем воздушным судам. С этого момента аэропорт Палм-Бич официально называется Международный аэропорт имени президента Дональда Джона Трампа. Международный аэропорт имени президента Дональда Джона Трампа. Информация Атис Хотел является актуальной. Давление по альтиметру 30,9. Переименование вызвало неоднозначную реакцию среди пассажиров. Некоторые из них заявили, что считают подобные решения уместными лишь после завершения политической карьеры или жизни государственного деятеля. Другие назвали инициативу чрезмерной персонализацией власти. В то же время официальные власти штата представляют переименование как дань уважения действующему президенту. Я из Нью-Йорка. Когда я прилетела, переименование еще не было завершено, а теперь уже все изменилось. Я не считаю, что президент должен сам добиваться того, чтобы в его честь называли какие-либо объекты. Обычно это происходит уже после смерти человека. И, по моему мнению, именно этот президент не заслуживает того, чтобы его именем что-либо называли, учитывая то, что он сделал с нашей страной. Особенно если посмотреть на ситуацию в мире сейчас, а также на его когнитивные проблемы, все это вызывает у меня серьезные сомнения. Поэтому меня это совсем не радует. Диктатура. Одним словом, диктатура. Я считаю, что переименование — это просто нелепость. Потому что все обязательно должно быть связано именно с этим человеком. Это совершенно безумно. К слову, в день официального вступления нового названия в силу в аэропорту приземлился личный самолет Дональда Трампа Boeing 757, известный как Trump Force One. Американский гражданин Роберт Гилман, отбывающий длительный срок заключения в России, был госпитализирован. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на его адвоката. По словам защитника, Гилман проходит лечение, однако говорить о диагнозе пока преждевременно. Суд в Воронеже отложил рассмотрение апелляции прокуратуры по его последнему приговору из-за состояния здоровья осужденного. Роберт Гилман был впервые осужден в России в 2022 году за нападение на сотрудника полиции в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии срок заключения неоднократно увеличивали после новых приговоров по обвинениям в нападениях на сотрудников исправительного учреждения и следователя. По данным российских государственных СМИ, в конце прошлого года его общий срок наказания составил 10 лет. Сторонники Гилмана в США утверждают, что на момент ареста он был болен, а последующие обвинения стали следствием провокаций в местах лишения свободы. По данным Reuters, ранее Роберт Гилман входил в число американских граждан, освобождения которых добивается Вашингтон. Россия временно запретила экспорт дизельного топлива до конца июля. Такое решение власти объясняют необходимостью стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке после повреждения ряда нефтеперерабатывающих заводов. По словам вице-премьера Александра Новака, из-за сокращения производства и роста спроса на топливо в некоторых регионах возникли очереди на автозаправочных станциях. Был поврежден ряд нефтеперерабатывающих заводов. В этой связи произошло временное частичное сокращение объемов производства бензинов и дизеля. По вашему поручению, Владимир Владимирович, правительством в целях стабилизации ситуации на внутреннем рынке были приняты следующие меры. Во-первых, увеличили загрузку действующих заводов до максимального уровня, направили на рынок ранее накопленные объемы топлива, сократили сроки текущих ремонтов, плановые ремонты перенесли на более поздний срок, ввели также полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Хотел бы отметить, что несмотря на принятые меры, они частично ситуацию стабилизировали. В целом, пока ситуация остается непростой, вынужденное сокращение объемов производства топлива в том числе привело к изменению маршрутов доставки топлива до конечных потребителей. Вырос и спрос на моторное топливо примерно на треть. Это достаточно большой уровень. Он превышает показатель на треть уровень аналогичный период прошлого года. Все это привело к дополнительным нагрузкам на заправочные сети, увеличению количества автомобилей на колонку, ну и, соответственно, рост времени заправки. Понятно, что текущая ситуация на АЗС вызывает беспокойство у людей. Для решения стоящих задач и стабилизации ситуации правительство продолжает предпринимать дополнительные шаги. Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов и наращиваем дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса. Были снижены также нормативы биржевых продаж
с 15% до 10% по автомобильному бензину. И мы доработали систему, чтобы исключить перекупщиков на бирже. Топливо будет уходить напрямую конечным потребителям. Также ограничили предельный рост цен в ходе биржевых торгов, что также будет способствовать стабилизации цен. Перебои с поставками топлива связывают с регулярными ударами украинских беспилотников по объектам российской нефтяной инфраструктуры. В правительстве рассчитывают, что запрет на экспорт позволит увеличить предложение топлива внутри страны и снизить напряженность на рынке. В Венгрии прошла акция в поддержку бывшего премьер-министра Виктора Орбана и против политики нового правительства Петера Мадьяра. Несколько сотен человек собрались у резиденции президента в Будапеште. Участники митинга выступили против планов властей отстранить президента Тамаша Шуйока и изменить Конституцию. Протестующие держали плакаты с надписями «Остановите тиранию» и «Хватит лжи Петера Мадьяра». В толпе звучали лозунги в поддержку Виктора Орбана. Выступавшие со сцены сторонники партии Фидес обвинили премьер-министра в попытке сосредоточить власть в своих руках и заявили, что его действия угрожают демократии. После победы партии ТИСа на парламентских выборах новое правительство получило конституционное большинство. Это позволяет ему менять основной закон страны. Власти предлагают ограничить срок полномочий депутатов 12 годами и добиваются отставки президента Тамаша Шуйока, которого называют политическим союзником Виктора Орбана. Сам Шуйок отвергает обвинения и заявляет, что не представляет интересы какой-либо политической силы. По его словам, на посту президента он действует в рамках своих полномочий и выполняет роль гаранта конституционного порядка.